Привет! Решила поговорить на такую тему, как неоплатонизм. Неоплатонизм – это идеалистическое направление философии, возникшее в эпоху поздней античности. Неоплатонизм включает в себя цепочку мыслителей, которая началась с Амония Саккоса и его ученика Плотина. Плотин считается основателем неоплатонизма. Он систематизировал учение Платона о воплощении триады в природе и космосе. Триада – единая, мировой ум, мировая душа. Определил божество как неизъяснимую первосущность, стоящую выше всякого постижения и порождающую собой все многообразие вещей путем эманации, излияния. Эманация в философии – концептуальный термин, означающий происхождение универсума Вселенной посредством истечения его из запредельного первоначала, единого божества. Неоплатонизм оказал влияние на историю философии. В средние века неоплатонические идеи изучались и обсуждались мусульманскими, христианскими и иудейскими мыслителями. В сфере исламской культуры известны такие мыслители, как Аль-Фараби, Ибн Габироль, Авиценна, Маймонид. Они включили неоплатонические элементы в свое собственное мышление. Фома Аквинский имел прямой доступ к работам Прокла. Неоплатонизм оказал сильное влияние на философию итальянских мыслителей эпохи Возрождения Марсилио Фичино и Джованни Пико делла Мирандола. Неоплатонизм лежит в основе мистических традиций в авраамических религиях. Неоплатонизм – это современный термин. Термин неоплатонизм выполняет двойную функцию как историческая категория. С одной стороны, он отличает философские доктрины Плотина и его последователей от доктрин Платона. С другой стороны, этот термин делает предположение о новизне интерпретации Платона Плотином. Со времен Платона до Плотина существовала непрерывная традиция толкования Платона. Термин неоплатонизм подразумевает, что интерпретация Платона Плотином настолько отличалась от интерпретации его предшественников, что следует думать, что она вводит новый период в истории платонизма. Однако некоторые современные ученые усомнились и не согласились с этим. Вопрос о том, является ли неоплатонизм значимой или полезной исторической категорией, сам по себе является центральным вопросом, касающимся истории интерпретации Платона. На протяжении большей части истории платонизма общепризнано было, что доктрины неоплатоников по существу совпадали с доктринами Платона. Платоник эпохи Возрождения Марсилио Фичино, например, считал, что неоплатоническая интерпретация Платона была подлинным и точным представлением философии Платона. А теперь современные ученые считают, что немецкий богослов Фридрих Шлейермахер – самый ранний мыслитель, который считал философию Платона отдельно от философии его неоплатонических интерпретаторов. Неоплатонизм начался с Плотина. Можно выделить три различных этапа в неоплатонизме после Плотина. Работа его ученика Порфирия, работа Ямбли в Хассирии, период, когда процветали академии в Александрии и в Афинах. Амоний Саккос был учителем Плотина. Через Амония Саккоса Плотин, возможно, находился под влиянием индийской мысли. Сходство между неоплатонизмом и философией индуизма привело нескольких авторов к предположению об индийском влиянии. Плотин считается основателем неоплатонизма. Большая часть биографических сведений о нем почерпнута из предисловия Порфирия к изданию «Энеад» Плотина, в то время как он сам находился под влиянием учений классической греческой, персидской и индийской философии и египетской теологии. Его метафизические труды позже вдохновили многих христианских, еврейских, исламских метафизиков и мистиков на философские исследования. Плотин учил, что существует единое, не содержащее ни разделения, ни множественности, ни различия. Точно так же оно находится за пределами всех категорий бытия и небытия. Порфирий широко писал об астрологии, религии и философии. Он написал биографию Плотина. Порфирий известен как противник христианства и защитник язычества.
В системе Ямлиха мир населен толпой сверхчеловеческих существ, влияющих на природные события, обладающих знаниями о будущем. Конечная цель – спасение. Энеады Платина являются основным документом неоплатонизма. Как форма мистицизма она содержит теоретическую и практическую части. Теоретическая часть посвящена высокому происхождению человеческой души, показывая, как она отошла от своего первого состояния. Практическая часть показывает путь, по которому душа может снова вернуться к вечному и высшему. Для Платина первым принципом реальности является запредельное первоначало, единое, совершенно простое, невыразимое, непознаваемое существование, которое является одновременно творческим источником Вселенной. Эманация – это, по сути, вектор перехода от высшей сферы универсума к низшим, менее совершенным сферам, то есть распространение избыточной полноты абсолютного бытия за пределы, собственно, своего бытия. Демиург в неоплатонизме – это nous, обычно переводится как интеллект или как разум. Он мыслит свое собственное содержание, его мышление есть высшая деятельность жизни. Актуализация энергии этого мышления есть бытие форм. Он является основой существования, но единое предшествует ему не в том смысле, в каком причина предшествует следствию, а вместо этого изначальное существо изначально эманирует или выбрасывает nous, который является совершенным образом единым и архетипом всех существующих вещей. Это одновременно и бытие, и мысль, идея, идеальный мир. То, что Платин понимает под ноусом, является высшей сферой. Ноус является наиболее критическим компонентом идеализма. Неоплатонизм является чистой формой идеализма. Ноус – это энергия, которая организовывает материальный мир в воспринимаемость. Мировая душа обладает способностью соединяться с материальным миром и таким образом распадаться, поэтому она занимает промежуточное положение. Душа как сущность порождает материальный или феноменальный мир. Неоплатоники не верили в независимое существование зла. Они сравнивали его с тьмой, которая не существует сама по себе. Тьма – это отсутствие света, зло – это просто отсутствие добра. Вещи хороши постольку, поскольку они существуют, они злы лишь постольку, поскольку они несовершенны, лишены некоторого добра, которое они должны иметь. Неоплатоники верили, что человеческое совершенство и счастье достижимы в этом мире, не дожидаясь загробной жизни. Совершенство и счастье могут быть достигнуты с помощью философского созерцания. Писатель Филипп Киндред Дик идентифицируется как неоплатоник. Он исследовал связанные с неоплатонизмом мистические переживания. Также творчество Дика соединяло философские изыскания, религиозные концепции, научно-фантастическую экстраполяцию и социальную критику. Рекомендую британский научно-фантастический телесериал «Электрические сны» Филиппа К. Дика.